Привет, Андрей. Добрый день. Спасибо, что ты нашел время сделать с нами эту запись. Сегодняшняя тема очень важна для многих людей, потому что на сегодняшний момент не каждая семья может позволить себе купить абсолютно новый дом, либо построить абсолютно новый дом, как, допустим, многие это могли сделать 10 лет назад. Поэтому многие ищут возможности, как же я могу купить, допустим, даже в пригороде Гамбурга, к примеру, дом, и какие есть сегодня возможности этот дом полностью отремонтировать, сделать капитальный ремонт с помощью использования государственных программ. Спасибо за приглашение, Оксана. Для меня большая честь сегодня поприсутствовать здесь, в студии, поделиться, может быть, какими-то своими знаниями в направлении недвижимости. Ну и посмотрим, как наш диалог сегодня будет развиваться. Супер. Вот. Я думаю, что эта тема очень интересна, и мы сегодня сможем дать клиентам очень много информации, импульсов для того, чтобы они в будущем инвестировали деньги правильно в недвижимость, более эффективно и разумно. Тогда, если ты не против, начнем с первой части. Я надеюсь, что мы сегодня 3 блока успеем пройти. Если не успеем пройти, то попросим наших подписчиков писать как можно больше комментариев, потому что мое чувство говорит о том, что нам придется записывать вторую серию. Вот. Первая цель. Если я уже имею дом, который, допустим, не особо энергосберегающие параметры имеет, я бы хотела, чтобы мы прошли с тобой, какие есть сегодня направления для оптимизации этого дома. Допустим, я в своих программах уже рассказывала, есть возможность идти через BAFA. 2 слова, что это такое и как это работает, и почему это можно растянуть на долгие года и делать по чуть-чуть. Второе направление — это все КФЕ-программы, которые позволяют, грубо говоря, за небольшой срок полностью оптимизировать дом и получить от города достаточно большие дотационные деньги в виде Тильгунсушус, которые составляют на сегодняшний момент, поправь меня, от 10 даже до 42%. Сейчас мы подойдем к этой теме. И второе направление, если я только собираюсь купить свой дом, как мне лучше поступать в этой ситуации? Обращаться к специалистам, к энергибаратору, к специалисту, который разработает мне концепцию до того, как я подписал у нотариуса, опять же, используя 2 этих направления, хочу я делать через БАФа, то есть не сразу весь ремонт по определенным причинам, или хочу я все-таки профинансировать дополнительные средства через льготную программу, с помощью которой могу получить недорогой кредит, и этот кредит в следующем году государство за меня большую часть погасит. Да? Повторимся, что эти суммы варьируются от 10, ну даже от 5 до 45%. Начнем с первого. Если я уже имею свой дом, на что мне обратить внимание и с чего начать? Давай вот как ты сейчас глубоко зашла в тематику, я попытаюсь также глубоко или обширно объяснить исходную позицию. То есть для того, чтобы более-менее исходная позиция была понятна или принята, возьмем один дом, где семья с 2 детьми имеет уже что-то. Дополнение может быть какой-то примерный уровень строения, может быть и год постройки. Скорее всего, год Давай возьмем постройки. конкретный пример. Дом 65-го года, тогда строили очень много, немного такие бетонные части, но достаточно толстые стены, но холодные, и люди купили это достаточно недорого, и вот думают, что же с этим делать, так как на сегодняшний момент платят только за отопление 600 евро, ну и плюс остальные расходы. Вот. Но Вот это ты пример. сейчас классику жанра сделала Да. абсолютно, поэтому давай мы разберем вот этот вот пример на несколько секций, которые очень большую роль играют. То есть здесь я бы выделил сейчас 3 очень радикально правильные момента. То есть это секция Gebäude Hülle, так называемая, то есть это полностью стены, окна, крыша объекта и теплоизоляция данных строительных материалов, которые мы имеем в данный момент уже по факту. Второе направление – это техническое оснащение этого дома, то есть это сантехника, котел, какой вид этого котла и какие-то еще вспомогательные ресурсовыделяющие моменты, то есть это соляр-панель на крыше или же это PV-панель на крыше. То есть это тут надо тоже иметь в виду 2 разных момента. Ну давай постепенно разберемся. Будем постепенно. И третья часть – это то финансирование, которое уже на этот объект присутствует. Окей. То есть это тоже очень важная вещь по одной простой причине, потому что люди, которые уже имеют, то есть это
неискажаемые параметры, которые уже как факт надо воспринимать для того, чтобы провести анализ этого Но данного я бы объекта. сегодня бы не пошла в детали того, имеет ли клиент уже финансирование, потому что есть разные клиенты, которые оставляли заявки. Некоторые уже даже выплатили свой дом или унаследовали его. Давай затронем только ту тему, что пришел клиент, который уже имеет дом, без разницы финансирования, куплен он за наличные, и говорит: расскажи мне, пожалуйста, какие есть пути санировать этот объект, то есть полностью реновировать. И я бы все-таки бы и шла опять же в направлении, в два направления. Первое, я хочу его полностью реконструировать, чтобы вот я выехала на 2-3 месяца и заехала в полностью новый дом с теплыми полами, с экономичным отоплением, Solar-Anlage или PV-Anlage. И второе направление, у меня нет возможности никуда выехать, я бы в этом году, уже своими силами, допустим, поменяла бы отопительную систему, потому что больше всего затрат идет в это направление. Если ты порекомендуешь делать это в совокупности с Solar-Anlage, вот давай сегодня затронем эту часть. Что же такое иммобилие, которое уже куплено, и как его лучше всего задеть? Два направления, которые имеют действие быть, это гибоиды Хюлли, как я уже сказал, то есть это оболочка самого здания, которая имеет очень важную роль по одной простой причине. Фактор энергосберегаемости определяется в том, из каких материалов он сделанный. Вот. И второе, конечно, источник энергии, тепла в самом доме и из чего он состоит. То есть если мы возвращаемся, к примеру, твоему 65-й год, простой кирпичный дом, то есть это Кальцзангштайн, как правило, в то время использовался, крыши, которые из деревянной конструкции Заттельдеcha строились, имеют функционал где-то примерно от 12 до 14 сантиметров толщина стропил, но которые были в своем верхнем углу, треугольник, если это представлять от крыши, они, как правило, не утеплены вообще. То есть второй этаж утеплялся через перекрытие. Потолок, то есть между вот этим вот треугольничком сверху и потолком второго этажа, там утеплитель где-то составляет от 10 до 12 сантиметров, в идеале, может быть, даже и меньше. Вот. И, соответственно, стены, которые составляли где-то в районе 20-24 сантиметров, стена, которая не имела утеплителя, как правило, вообще. Плюс окна 1955 года, вчера были на объекте, именно такого объекта окна и были там, то есть такого года изготовления, выглядят соответственно. Да? То есть в наше время сейчас это видно, что это окна, которые изготовлялись в то время не с учетом энергосберегаемости. То есть такое окно имеет толщину профиля где-то примерно там 4,5-5 сантиметров. Для примера, на сегодняшний день в новостройке KFA 55 или же Passive House мы используем ширину оконочной рамы 86 сантиметров, это среднерабочий, где-то глубина окна, который используется. Можно 76, да. 8,6 сантиметров, 8,6 вот, сантиметров. поправляюсь. Вот. Поэтому здесь, чем деталирование люди будут обращать внимание на вот эти все исходные положения, тем правильнее они будут подходить к этому. Я всегда советую перед тем вообще, чтобы что-то начинать, проконсультироваться с энергибератором, или же можно с нами проконсультироваться, потому что эту функцию мы тоже выполняем и делаем такие консультативные программы для того, чтобы хотя бы сориентироваться, где мы стоим и в какую сторону лучше пойти. Да, это составная часть, которую мы говорим, берем за основу. Вот у вас есть стена, которая завтра лучше не станет. Если к ней ничего не пристроить. Также и окна. Вот. Это мы затронули часть гибоида Хюлли. Во втором моменте очень важно посмотреть, из чего состоит моя точка энергообеспечения. То есть, как правило, 65-й год, газовая сеть еще не была развита так сильно, как на данный момент. И это приводит к тому, что в основном это был Ölheizung, то есть это отопление на дистопливе, который, конечно, по энергосберегаемости не совсем идеальный. И ты абсолютно в точку сказала, что люди в таких домах, которые живут, в среднем 600 евро в месяц тратят на отопление и на тепло, и на теплую воду, скажем так, в этом объекте. Если я могу подвести черту, сейчас мы охарактеризовали
из ситуацион, как говорят немцы, то есть Исходная, да. исходную позицию, что если клиент уже имеет дом, либо планирует этот дом купить. Да. То есть ты достаточно профессионально охарактеризовал все преимущества или недостатки такого объекта, особенно в направлении энергосберегания. Вот. Посоветуй, пожалуйста, если человек еще не купил дом, все-таки какие есть два направления или основные два направления в том, чтобы вызвать энергибаратора, то есть оба эти направления будут идти через КФЕ кредит, то есть программу, которая будет позволять сделать все и сразу, то есть будет план, либо программу, где клиент, уже имеющий дом, либо планирующий купить дом, говорит: окей, в этом году я поменяю окна, потому что, как мы сейчас услышали, эти окна абсолютно не сберегают тепло и также запускают жару или холод в Да. разные времена Да. года. Что ты посоветуешь? Допустим, я планирую купить дом. Мы услышали технические характеристики, вот такой дом я хочу купить, потому что новый я не могу себе позволить, а вот такого плана дом можно в пригороде Гамбурга даже купить, начиная от 200-300 тысяч евро, что в принципе может себе позволить нормально работающая семья в данный момент купить. С чего начинать? С чего начинать? То есть очень просто, всегда, независимо от того, какой вы путь хотите выбрать, у вас все пути ведут, все дороги ведут в Ром. То есть энергибаратор это та функция, которая имеет центральную роль в Германии. В зависимости, независимо от того, пойдете вы через КФ-банк, пойдете вы через БАФа, ГЭГ, да, это Gebäude-Energiegesetz, который у нас сейчас имеет основную центральную роль, как это все дело вообще работает, такие игровые правила, приводит к тому, что у вас должно быть компетентное сопровождение в этом направлении, чтобы вы не изобретали колесо из заново, а использовали те вещи, которые профессионалы вам покажут, объяснят и сориентируют по денежным моментам, сколько стоит вообще модернизация такого объекта. С чего начать? С чего начать? Если вы уже приобрели, то, соответственно, начать надо с приглашения нас, как специалистов, или же отдельно энергибаратора, потому что они в функции своей имеют нейтральный статус. Они вам сделают консультацию для именно исходной позиции, что у вас есть и что лучше выбрать. Потому что ребята, они имеют КФВ-банк листунг, если это официально занесены как энергибаратор, то есть есть лист в Германии центральная, и также они зарегистрированы при БАФа. Потому что если вы захотите поставить антраги, как это через ИСФП-план или же Einzelmaßnahmen, то есть только окна поменять, или же только крышу утеплить, или же только, скажем так, утеплить стены снаружи, то вам все равно нужно будет begleitend этот энергибаратор, который для вас поставит антраг в БАФа или же в КФВ-банке, так называемый или онлайн-bestätigung, или же technische Bestätigung в БАФе это называется, но это должно быть сделано перед тем, как вы вообще сможете на своем уровне как клиент поставить заключающий антраг. Окей. Первый шаг, на котором очень многие делают ошибку. Из практики могу сказать, что люди сначала что-то купили, поставили, потом к энергибаратору говорят: слушай, я пытался получить антраг, а они просят какой-то КФЕ-бештетигун и так далее. Да? То есть отматываем пленку, чтобы сделать все правильно. Первое, надо взять энергибаратор. Тем более, если мы только хотим купить или имеем уже объект и хотим сделать какие-то мероприятия. С энергибаратором определиться, каким путем мы будем идти. То есть по пути полного ремонта, либо по пути частичной замены чего-то, но опять же наша цель получить все государственные дотации, так как если клиент говорит: окей, у меня вроде бы все выглядит неплохо, хочу только поменять отопительную систему, хочу поменять котел на, допустим, вермолюфтпумпу и хочу поставить Solaranlage. Остальное у меня еще более-менее в хорошем состоянии, потому что есть дома, которые в 90-х годах строились, вот, немножко больше в это. И уже здесь мы оставим линк, как вообще можно еще получить дотацию на то, что вы взяли энергибаратор. Потому что без энергибаратора мы не можем начать этот процесс правильным. Поэтому одну секундочку подведем черту. Первый совет: прежде чем начинать какие-либо работы, если вы еще и не купили, то есть полная совокупность финансирования, взять энергибаратора, с которым вы определитесь,
по какому плану вы будете делать работы и что в эти работы должно входить. Абсолютно верно. Или же в первый момент вы можете обратиться к нам, мы вам поможем, на основании чего, потому что энергибираторы, они, конечно, ответственны за энергетишу нас нам, они не отвечают за косметику, за внутренние двери, за эстетику дома и Понятно. все остальное. Это просто так, как говорится, немножко за скобочкой. Энергибиратор, да, абсолютно верно, то есть есть смысл в этой ссылочке, которая будет высвечена снизу, потому что можно будет, во-первых, проверить энергибиратор, он занесенный вообще в регистр центральный, и может ли он антраги от вашего имени ставить в КФБ-банке или же в БАФа. И это упрощает гораздо многие вещи, что не надо колесо изобретать самим. Он приедет, проконсультирует, сделает оценку состояния вашего дома и от себя уже сможет даже в виде консультации сказать, какие вещи вам эффективнее всего сделать. Эффективнее всего или же только теплонасос поставить, но или же его также в комбинации с утеплением фасада, с заменой окон, с утеплением крыши, это переделать все. То есть те комбинации, которые сейчас работают, технически очень хорошо себя показали на практике и уже за последние 10 лет, это комбинация теплонасоса и PV-анляга, то есть это частично называют соляр-модули, частично называют PV-модули. Я имею в виду те модули, которые вырабатывают из солнечной энергии электричество. То есть вот эти комбинации работают прекрасно. Прежде чем мы пойдем дальше, могу я очень короткий вопрос в этом направлении задать. Очень часто к нам приходят вопросы, и люди спрашивают, можно ли со старыми, чуть ли не чугунными батареями поставить сейчас модерную вермолю в пумпы, и этого будет достаточно, чтобы это все вместе функционировало. И очень частая ошибка, да, заключается в том, что, или частые вопросы, что люди не понимают, почему в каких-то случаях подходят старые батареи под новый вид отопления, а в каких-то абсолютно нет. Можешь хотя бы в 2 минутках рассказать разницу, почему в некоторых случаях это супер функционирует и меньше требует капиталовложений, а в некоторых это вообще невозможно? И здесь мы возвращаемся к окнам 65 года произведения. То есть тогда, когда в свое время производили или строили эти дома, было очень просто. И люди сейчас со мной, или ты даже со мной сама согласишься, когда вы заходите в такие строения, вы всегда видите ширину батареи, которая соответствует практически ширине окна. Да, это сводилось к тому, что окна как раз уже в то время не были такими эффициентными по энергосберегаемости и теряли очень много тепла, и поэтому батарею всегда позиционировали под окном и, как правило, такой же ширины. Когда люди потом со временем в 80-х годах уже меняли окна на более эффективные, получалось то, что батареи им, по идее, надо было уменьшать. И мы имеем эффект во многих домах действительно, который подтверждаю сейчас твои слова, где на старых батареях можно теплонасосом обслуживать теплом этот дом. И это заключается в том, что в течение времени, после 1965 года, что-то уже было поменено. Как правило, окна к 80-м годам уже многие поменяли, и это, опять-таки же, после анализа энергибиратора можно более-менее адекватно сказать, ваши старые хайскерпы, которые надо, соответственно, технически потом будет проверить на функциональность, потому что они забиваются, у них откладывается ржавчина и все остальное, и на функциональность теплоотдачи, потому что сам хайскерпер, то есть вот этот вот элемент батареи, так называемый, он имеет определенные технические характеристики. Да, теплоотдача той воды, температуру, которая протекает, как правило, через батарею протекает форлев температуру 65 градусов, сколько от этих 65 градусов он отдает в комнату как тепло. И сколько уходит потом с этой водой назад. Поэтому, да, это факт, который позволяет нам сэкономить просто-напросто и замене теплопола и оставить батареи, скажем так, в объекте и через них получать теплый дом. Окей, если можно спросить, вот ты как специалист, вот навслед, что бы ты сказал, все-таки лучше поменять эти батареи, сделать половое отопление, это не так дорого, как многие думают, но это более экономично и в будущем более практично. Вот просто мнение, да или нет? Я понимаю, что можно об каждой части говорить долго, но вот если бы ты сказал, я делаю для себя. Очень все просто. Эстетика – это очень важная роль, особенно для женщин.
Вот если я тебе задам встречный вопрос, вот поставь себе ситуацию на вот этих, ну, на место этих клиентов. Ты бы хотела старые батареи видеть у себя в зале? Скажем так, я бы не хотела, но некоторые люди говорят в первую очередь о финансовой части. И их Конечно. пугает то, что когда они слышат: о боже, надо штробить полы, это протягивается половое отопление. Но у меня в портфолио была клиентка, которые это все сделали, поменяли сразу же полностью и порцелян, то есть поменяли и ванны, и туалеты в 2 ванных комнатах, поменяли полностью полы, сделали утепление, и это не стоило таких каких-то колоссальных денег. И плюс при правильном сопровождении она еще получила большую часть за определенные работы назад, да, что касается утопления, что касается окон. Давай все-таки, может, чуть-чуть от технической части, потому что мы можем об этом говорить бесконечно, да, это понятно. Перейдем к части все-таки. Если я взяла энергибаратора, мы выучили без энергибаратора, без сопроводителя, специалиста в направлении именно как с упором на энергетисche Sanierung, если по-немецки говорим, да, вот какие есть пути? Допустим, первый, мы идем по 261 программе. В каких ситуациях мы можем получить Tilgungszuschuss и полностью этот дом оптимировать? И в каких ситуациях ты бы порекомендовал, либо если у клиента нет возможности профинансироваться, если он еще не купил, идти через БАФа? Скажем так, БАФа и КФВ банки — это два абсолютно разных института, Мгм. которые работают на территории всей Германии, независимо от местонахождения или же, как говорится, регионально от Бундесланд, потому что здесь программы опять-таки же варьируют в своей сущности. И исходя из ситуации, что вот ты сейчас говоришь, 261 программа, тут надо смотреть, какая стратегическая инвестиция вообще взята в объект. То есть, как правило, классические финансирования — это 10, 15, 20, 30 лет Laufzeit и, соответственно, стремление людей когда-то рассчитаться с этим домом. 261 программа дает возможности энергетische Sanierung, Tilgungszuschuss. Опять-таки же все это зависит от того, какой энергоэффициенс-классы получит объект после того, как он будет завершен и построен. То есть ты сейчас сказала на хорошем примере, люди разобрали полностью все в доме, сделали теплые полы. Это, конечно, опять к тому преждевременному вопросу возвращаясь, это то, что сегодняшний день, конечно, к этому надо стремиться, потому что теплонасосы в идеале работают с теплыми полами. То есть здесь идет и визуальное, Комбинация но в то же всегда, время да. идет И еще и техническая, техническое. абсолютно. То есть техническая В поддержка. будущем идет более большая экономия с помощью... Да. Теплополы просто имеют разницу к батареям, то, что они потребляют меньше энергии через большую площадь. То есть вы представляете, или у вас висит батарея 50 на 1,20 м в комнате, или у вас вся площадь пола выступает в роли батареи. Можно маленький пример. Я имела возможность послушать твою консультацию, где женщина рассказывала: я не понимаю, почему мы идем по полу, да, и он ну еле-еле тепленький, наверное, что-то сделал мой муж неправильно. Можешь вот развеять этот миф? Люди привыкли, вот я батарейку попробовала, она тепленькая, там 60-65 градусов, ты говорил, да? Почему такая разница? Что-то сделано неправильно, если мы становимся на пол, он должен быть сильно горячий или он должен быть вот как у этой девушки еле-еле тепленький? Это не единственная девушка, которая имеет проблемы с этим, где вы Ну, такая говорю вам маленькая честно. разрядка от Да, цифр. разрядка ситуации заключается в том, что, да, действительно, температура, которая попадает в батарею на первый рост, где-то имеет плюс-минус 65 градусов, которые ты физически своим телом очень сильно ощущаешь. Когда вы стоите под душем, температура воды вашего душа составляет от 38 до 43 градусов, потому что 45 градусов тело наше уже испытывает как ожоганная ситуация, да, и все выше, там, от 45 и выше, это совсем уже критично становится, потому что мы не можем терпеть на коже эту температуру долго. А половое отопление работает mit Vorlauf температур, то есть это с температурой подачи 36 градусов. То есть оно соответствует практически полностью температуре вашего тела. У некоторых женщин температура тела может быть составлять 32 градуса, поэтому, или же потребность составления того, чтобы 45 надо, или еще что-нибудь, поэтому ощущения разные, и к этому надо просто привыкнуть. Или же, может быть, даже личный опыт есть, то есть вы ощущаете теплый пол как теплым, когда так же, как и стена, в 36 градусов в соответствии вашей температуре тела.
чуть-чуть выше, до 38 можно поднимать, но, скажу честно, здесь надо уже обращать внимание, какие половые покрытия вы используете, потому что ламинаты, винилы и также, и, может быть, какие-то виды паркетов уже не настроены под эту температуру, и 2 градуса для них могут быть критичными, да, потому что половое покрытие, и были случаи на практике, где люди обращаются с жалобами, что как так, у нас паркет за дорогую сумму начинает себя вести как-то непонятно. Но это То мы есть опять это связано возвращаемся. к тому, Да. что температура здесь играет роль, но вот если вы возьмете за исходную позицию, она не должна обжигать вам ноги. И это то, что комфортно. Опять возвращаемся к тому, что иногда мы что-то делаем, не зная того, что это не совсем правильно в комбинации с определенными вещами, да, поэтому опять возвращаемся к тому, что при наличии хорошего специалиста можно разработать и правильное финансирование, о чем мы говорим, да, допустим, если принимается решение идти через КФ-программу, сейчас мы немножко вернемся к этим цифрам, то мы можем, если мы еще не купили дом, допустим, дом стоит 300 тысяч и берем 150 тысяч на полное санирование, то есть приглашается энергибрата как первый шаг, приглашается представитель строительной компании с уклоном именно в этом направлении, который полностью просчитает и сделает предложение, что будет входить в эти мероприятия, и после которых дом становится полностью энергосберегающим по стандарту, допустим, поправь меня, да, 85-го, 70-го или 50 или 65-го, 70, либо 55, 45 и пассив хаус. Пассив хаус — это уже 40. Пассив хаус — это уже, в принципе, те моменты, ну, скажем так, если сильно углубиться в материю этого всего бытия, то тут много спорных вопросов возникает на практике. Нужен ли он вообще, этот пассив хаус, и стоит ли инвестиция в него. Так же, как и QNGET сертифицируем, который мы сегодня еще не затронули. Надеюсь, в следующий момент и затронем, и все остальное. Возвращаюсь к твоим вариациям. То есть в любом случае всегда до того, как вы приняли решение покупать или же пойти к финансисту и профинансировать этот объект, и сейчас люди, многие уже начали сталкиваться с этим, потому что банки в своей сути тоже меняют подход к финансированию таких объектов, потому что понимают, что когда они получают запрос на финансирование и в энергии Аусвази стоит класс Г, Ф или еще хуже, то тут надо что-то делать, потому что они такие объекты финансировать тоже не хотят. Это энергетический шрот. Давай, пожалуйста, вернемся. Все-таки мы решили купить дом, взяли энергибаратора, берем, дом стоит 300 тысяч, 150 тысяч берем мы по КФЕ программе. В зависимости от того, насколько или какие мероприятия мы приведем и насколько мы оптимируем наш дом, только что мы проговорили, что мы можем оптимировать дом от КФЕ 85 до даже пассивного дома. Имеет ли это смысл быть или нет, это уже каждый в индивидуальной консультации может понять. Сейчас, к сожалению, в течение часа мы не можем каждую ситуацию рассмотреть. Ну, допустим, конкретный пример. 300 тысяч стоит дом, и 150 тысяч просчитал энергибаратор, как раз будет достаточно в этом льготном финансировании для того, чтобы, допустим, сделать дом стандарта КФИ 55, который вполне достаточно для сегодняшней комфортной жизни. И здесь опять-таки же поднимается вопрос, где по факту немножко появляются расхождения. Да. Во-первых, это вам со стороны покупателя даст хорошую модель еще торгануть 20-30 тысяч евро в фумкауф прайс, если вы еще не купили его, сказать, что смотрите, нам надо 150 тысяч финансировать. Во-вторых, энергибератор вам нужен, чтобы для того, чтобы вы даже сделали финансирунгсантраг, вам нужен КФ онлайн-бештетигунг, что на 261 программу и все программы, которые связаны с энергетической зонирунг вообще. То есть энергибератор — это центральная функциональная точка, которая вам в любом моменте должны поставить антраги. Это мы выучили в первом вопросе, что часто ошибка была, что люди не брали энергибератор до того, как они что-то начали. Мы уже записывали одну программу, где мы конкретно проходили шаги, даже вплоть до того, что сначала можно поставить антраг, потому что город еще датирует оплату энергибаратора, если не ошибаюсь, до 1200 с копейками. До 2500 евро получают дотации в зависимости от того, по какой программе вы идете. То есть или это зонирунг-сфарплян, так называемый, который длится, может до 15 лет длиться, где вы частями вот что-то делаете. Вот. Или же это какие-то виды финансирования или софинансирования. То есть ты сейчас говоришь за программу 261, то есть это зонирунг, энергетический зонирунг. Тут роль большую играет, какого класса
эффект получается. То есть Правильно. И я хочу поэтому подвести черту, потому что мы идем в очень глубокие детали, а многие люди, они вообще не понимают, о чем мы говорим. Поэтому берем, опять же, возвращаясь к нашему примеру. Обычная семья, которая вообще не понимает, как это сделать, да, да, работающая семья, которая не может себе позволить там, купить дом за 1 000 000, покупает дом за 300 000, берут энергибаратора, получают, ставят все правильно, да, с но помощью, они с нашей должны помощью. поставить все правильно до того И- момента, когда они еще подписали Kaufvertrag. Я Да. понимаю, мы же и рассматриваем И пример, они финансирование. еще не купили, они Да, еще не подписали финансирование, они только пришли к нам с тобой да, и разрабатывают программу. да. Да, первый шаг. Естественно, они получили предложение по покупке, можно там И от нас торговаться они или нет, получают, это тоже понятно, да, это отдельная часть. И, допустим, Энергибарата говорит, именно в этой ситуации я бы рекомендовал взять именно КФЕ программу, по которой вы получите сумму X, это может быть 100 000, это может быть 150. Наши клиенты говорят, мы хотим сделать один раз и хорошо, то есть да, поставить изолянлаги, поставить вермолифтпумпы, сделать половое отопление, то есть один раз нам это будет стоить 300 и 150 000, да, КФЕ программа, и по этой программе, в зависимости от того, какого энергосбережения в конце будет объект, мы только что с тобой да, проговорили, это может быть КФЕ 85, а может быть и КФЕ 55. да. Да? Предположим, наши клиенты выбрали КФЕ 55, вы, как строительная компания, полностью провели мероприятие, Энергибаратор, естественно, сделал сначала этот план, потому что без этого бы не работало, поставили правильно запросы на получение тильгунцушус. И здесь будет такой вопрос с подвохом. Если мы идем по этой программе, у многих такое заблуждение, что тильгунцушус, который колеблется в зависимости от энергосберегаемости от 10 даже до 42%, которые они могут получить, что они его не получают на руки, а получают куда? Они его получают списыванием задолженности, остаточной на тот в КФ-финансируемсбауштайн, который они получили от банка. То есть если люди получили по КФ-программе Tilgungszuschuss, который каким образом получается, ты знаешь? То есть как получить Tilgungszuschuss, который даже и сработает, потому что когда вы делаете программу, вы ставите заявление в виде БЦА номер, то есть это Да. делает Энергибератор. Энергибератор курирует вас в течение стройки, он обязан выезжать на объект, следить за техническими Абсолютно узлами, верно. следить, чтобы ваш объект был энергетически правильно построен, с правильными материалами, которые он, в свою очередь, при антракштеллинге, да, то есть при подаче заявления на эти деньги, также и соответствовали в техническом моменте, потому что КФ-банк всегда оставляет за собой право проверки в любой момент. Это понятно. Вот. И это сводится к тому, что после завершения всех этих технических мероприятий Энергибератор ставит вам Bestätigung nach der Durchführung. И когда вот этот Bestätigung nach der Durchführung онлайн от Энергибератора, вы его не сможете никаким образом манипулировать, приходит в КФ-банк, КФ-банк пересматривает энергоэффициентность вашего объекта и говорит, в этом случае было заявлено, допустим, Давай возьмем конкретный наш пример, 55. 55, и тогда вы получите максимальный фёдерунг, то есть Tilgungszuschuss, вы взяли 150 000, 50 000 вам, грубо скажем так, списывают с задолженности, вы платите по финансированию те же самые деньги, у вас месячная нагрузка никаким образом не меняется, потому что у вас определенные условия кредитования здесь должны быть выражены, но остаточная сумма, она падает от 150 000 на 100 000, соответственно, все математические эффекты вашего финансирования меняются, и исходная тильгунг в 1% или 1,5% или до 3% в КФ-банке поднимается где-то порядка до 5%, тем более вы, скажем так, сэкономите очень большие цифры на погашение этого кредита. Можно В я этом весь переведу эффект. на русский язык еще раз? Подведем маленькую черту. Мы взяли 300 000 на покупку дома, который был не особо энергосберегающим. Мы взяли 150 000 по программе, допустим, КФЕ 261, по которой наша цель была отреновировать объект до стандарта КФЕ 55, где будут тепленькие полы, где будет все супер выглядеть. И по этой программе с помощью специалистов и с помощью правильно проведенных всех строительных мероприятий дом действительно соответствует заявленному стандарту. И если все прошло хорошо, мы получили максимальный Tilgungszuschuss, который в этом примере будет составлять где-то 50 или 52 000, если быть точным. Это означает, что, предположим,
год спустя после покупки и проведения всех мероприятий, предположим, да, мы берем конкретный пример с конкретным временем, у нас по вытяжке кредита остаток уменьшится на 52 тысячи. Как только происходит Tilgungszuschussgewährung, вы получаете из КФВ-банка подтверждение с контоауszugом на именно тот Да. момент, что Tilgungszuschuss прошел, они его вам, как сказать, добавили или пересчитали с задолженностью, и с того момента уже у вас все рамки финансирования меняются. Да, я И хочу это просто... вы да. фиктивно видите в бумажной форме от КФВ-банка. Я хочу просто на кундишпраха перевести, потому что многие люди путают Tilgungszuschuss с дотациями по БАФе, программы, где они действительно деньги получают на счет назад. В этом случае кредит уменьшается, но дальше платится, то есть, грубо говоря, у вас год назад был остаток по кредиту 150, сегодня у вас остаток по кредиту на 52-53 тысячи меньше. Да? Абсолютно И верно. для многих людей это важно. Они говорят, я не хочу всю жизнь платить. Да? И я бы хотела подвести именно вот эту разницу в этих двух программах в том числе. Окей, с этим мы немножко поняли. Теперь давай немножко усложним ситуацию. Предположим, была какая-то строительная компания и сделали работы не так, как запланировал энергооператор, и, допустим, стандарт энергосберегаемости стал не КФ 55, а, допустим, КФ 70. Что произойдет в этом случае? В этом случае произойдет то, что энергооператор заявляет о ухудшении статуса. Никто в этом случае не остается в выигрыше, потому что для банка это становится некомфортно, потому что они исходили из одного стандарта, получают другой стандарт. Так лучше не делать, то есть это манипуляции, которые караются вплоть до судебных издержек, вернее сказать, судебных разбирательств и до тюрьмы, потому что это... Именно с инвестиционным банком. Не только с инвестиционным банком, со всеми, с КФВ-банками особенно, довольно-таки весомые нарушения законодательства. Либо просто могут расторгнуть договор кредитный и расторгнуть попросить вернуть договор, льготные могут деньги. до 5 лет тюрьмы сделать, потому что это Subventionsbetrug, это 261 параграф Strafgesetzbuch, да, который карается до 5 лет лишения свободы. Сейчас мы напугаем наших... Нет, мы не пугаем, это факт в том случае, что... Но ни один энергооператор на это и не пойдет. То есть я вас могу здесь успокоить, почему это именно функционал энергооператора здесь, и эти энергооператоры, они лицензированы. То есть не каждый может вам такую консультацию делать. И исходя из того, что вы всегда можете проверить того энергооператора, который КФВ-банк гелистит и в БАФа гелистит. Здесь разница в чем? То есть КФВ-банк мы сейчас сказали, то есть там человек работает с кредитными договорами и с тильгунгсцушусами, да, то есть это добавочная опция, которая помимо тильгунга прямого погашения кредитного тела ежемесячно вступает в функцию, если человек энергетически соблюдает заданные в заявлении параметры и условия. Если человек говорит, мне это не надо, я уже купил тем более, но еще не начал ничего менять и ничего перестраивать, тогда есть еще альтернатива, это БАФа. БАФа – это институт, который, опять-таки же, имеет свои программы индивидуальные. Здесь опять хочу с самого начала четко заметить или поставить на заметку с зрителям и слушателям, что очень важно иметь понимание, что есть förderfähige Kosten и есть nicht förderfähige Kosten. Если люди меняют себе отопление на теплонасос, и у них сантехник приходит и говорит, что у вас теплонасос будет стоить 15 тысяч евро, то вот до 35% от суммы не только теплонасоса, а всех förderfähige Kosten, то есть для теплонасоса надо установить фундамент, надо провести какие-то технические закрепительные работы, надо отводные работы провести, потому что, как правило, наружная часть теплонасоса требует отвода конденсата, завести кабеля внутрь, то есть это не только электрические кабеля, а также это обратка и подводка теплокабелей, в зависимости от того, шплит-герет это или же это моноблок. Сейчас тут немножко можем углубиться в техническую часть, или же это оставить за скобкой. Если людям интересно, можем на эту тему тоже пообщаться. Какие теплонасосы бывают, и какие функции у них отличаются и чем. Вот, я все-таки веду дальше. И это все заключается в том, что на страничке БАФа, и здесь можно тоже линк высветить, всегда можно
посчитать и подсчитать, какие Förderfähige Kosten, какой программе являются. То есть это касается сейчас Einzelmaßnahmen, это вы меняете окна только в объекте, вы меняете крышу только в объекте, вы меняете теплонасос. Если вы ставите PV-Anlage, то есть это модули, которые вырабатывают электричество на крыше, то этих дотаций больше нету. То есть это считается уже как нормальное стандартное явление, и это не субсидируется. То есть очень хорошо субсидируется это, если вы переходите с Окна, крыша, утепление. фасад, окна, крыша, фасад и технические вот эти И все моменты. вärmelüftpumpe. Да, люфтвärmepumpa в этом случае, если вы уходите с таких вещей, как Heizöl, да, то есть это вот самые-самые моменты. По одной простой причине это все придумано для того, чтобы людям дать импульс действия в направлении энергосберегаемости и ухода от фасильных тем к более регенеративным моментам, то есть это солнце, это ветер, и это... Можно мы углубимся немножко в вärmelüftpumpe, но после того, как опять подведем черту, потому что многие не понимают, еще раз, да, подводим черту, что есть направление через КФЕ-программы, где делается запланированное мероприятие от энергибаратора, скажем так, одним махом, это может и год длиться, да, ну, грубо говоря, от начала до конца сделана программа, то есть дом от начала до конца стал энергосберегаемым по тому плану или по тому концепту, который предписал энергибарата. Только тогда будет субсидироваться, и только тогда получится и только тогда придет Tilgungszuschuss, когда вся работа будет сделана. То есть дом был КФ 100, стал, допустим, КФ 55. Только в этом случае, после проверки всех мероприятий, подтверждения энергибаратора, мы получаем Tilgungszuschuss в свой договор. Одна ситуация. Вторая ситуация, как ты сказал, можно идти через БАФа. Это организация, которая на данный момент дает очень много программ, субсидированных программ, в которых, если обычным языком говорить, клиент решил поменять отопительную систему, у него был Ölheizung, и он решил поставить wärmelüftpumpe, и все сопровождающие работы, которые по-немецки förderfähig sind, также получается до 35% возврат. И этот возврат идет уже не как Tilgungszuschuss, а прям выплачиваться на счет клиента после того, как тот же энергибарата подтвердил и поставил антрак в БАФа, клиент получает в денежном эквиваленте эту часть на свой счет назад. Теперь я переведу это для зрителей на более понятный язык. Спасибо, я думала, это уже было понятно. Так же, как в первом случае клиент обращается к энергибаратору, говорит только, мы теперь хотим обратиться в БАФу и получить Förderung на Einzelmaßnahmen, они варьируют от вида, потому что на окна вы 35% не получите. Понятно. Мы сейчас говорим конкретно за wärmelüftpumpe. Сама процедура, как это работает, в принципе, одинаково. То есть вы идете к энергибаратору, энергибаратор на своем уровне ставит антракт в БАФу. Вы регистрируетесь по своими регистрационными данными на страничке БАФу, здесь можно тоже засветить линк, и заходите в свой рабочий кабинет на страничке БАФа и видите там Bewilligung или же антрак на вот эти Einzelmaßnahmen. Также вы получаете от БАФы Bewilligungsbescheide. Мы можем их тоже вам показать, как они выглядят, примеры. И что там несколько примеров, как это работает. Процедура с БАФа работает упрощенно в том, что все, что вы делаете сначала за свой счет. То есть вы в БАФе должны отчитаться, то есть энергибаратор ставит антрак, к этому антрагу вы подгружаете сначала предложение, или же там есть Rahmenvertrag с Heizungsbauern, то есть с сантехниками, электриками, или с какими-то глобальными предприятиями, или как строительные компании, застройщики, которые вам обязуются вот эти все программы сделать. Там прописываются Kosten, Förderfähigkeit der Kosten. Там очень деталировано, очень скрупулезно. То есть клиент заранее видит, сколько он приблизительно в этом случае получит? Нет, а там в Bewilligungsbescheide стоит, сколько денег было anmeldовано, допустим, wärmepumpe 50 тысяч евро, и сколько он получит за это Förderfähigkeit, там 35%, вот 15 с копейками тысяч евро, он получает выплатой ликвидных денег, настоящей выплатой денег, то есть компенсацией затраты, если это правильно сказать на русском языке, в том случае, когда он, соответственно, зарегистрированные затраты подтверждает рехнунгами, то есть счета, переводами этих счетов, то есть
Überweisungsbestätigung от банка должен, что это деньги ушли со счета заказчика, со счета клиента, и тогда после проверки БАФа просто одной суммой выплачивает эти деньги на счет клиента, которые указаны вот в этом вот кабинете у клиентов на БАФе. Часто задаваемый вопрос. Человек может получить этот сушус только если был Öltank, допустим, Heizung, или если газовый, также можно получить С сушус? газа меньше, потому что они все-таки параметры газовых отоплений тоже много, но тоже есть. И тут надо очень индивидуально, и здесь бы я бы сейчас не заключался бы или не затрагивал бы индивидуальные Ну, понятно. моменты, В общем, потому что можно, в можно, зависимости от да, того, и это опять-таки какой-то зависит старый от котел. вонгибойда, nicht Да. вонгибойда, какая ситуация там по теплосберегаемости или же темперирунг этого объекта, потому что на все эти вещи побочно от всего, что мы говорим, можно и получать также дотации по поводу умных домов, то есть это система, которая автоматизирует темперирование комнат, где вы в автоматическом режиме, она следит вместо вас за комнатной температурой. Это тоже все еще тоже Förderfähigkeit. Поэтому это очень обширная тема, которая дает вам возможностей много работать и экономить деньги, покупая более старые объекты, не бояться этого. И исходя из того всего, к чему хочу обратить или на что хочу обратить сильно внимание, работайте, пожалуйста, строго по предписаниям БАФа или то, что вам говорит энергооператор. В жизненных случаях очень много людей, которые Bewilligungsbescheide получали, после того они подгружали неправильные документы, подгружали какие-то непонятные ангиботы, которые показывали, что эти люди там сидят, которые проверяют, они видят, что ангибот был выставлен еще до Bewilligungsbescheida. Да? И это приводит к тому, что они начинают вопрос задавать, как может быть ангибот выставленный Ну еще да, до того, как мы энергооператор сделали. еще не написал, что надо сделать. Да. И это приводит к тому, что потом отказывают в этих всех деньгах, и люди остаются на своих всех затратных частях, остаются, потому что бюджет нарушается. То есть моя вот практика показывает так, что это то же самое, что с банками. Ты с банками работаешь, знаешь, как строго там по поводу В документов. этом году у то нас же есть самое, случай. то же самое и с БАФа, и так же самое с Антрагом или же с КФ-банком. Все проверяется, все строго должно быть, и все вот грубо под чек-лист от этих инстанций. Хорошо. Скажи, пожалуйста, допустим, у меня есть клиент. Да? Клиент дал заявку, вот последний пример. У меня на примете дом 520 тысяч стоит. Клиент написал, сколько он зарабатывает, сколько у него есть собственного капитала, сколько есть запасов собственного капитала, который в случае чего он мог бы инвестировать, но нежелательно было. Идеальное предписание для этого клиента. Допустим, у него уже есть дом, приезжает энергибератор в совокупностью с строительной компанией, либо с представителем строительной компании, который на этом специализируется. И скажи, пожалуйста, из твоего опыта, если правильная команда сопровождает клиента, то есть мы как финансисты, ты как строительная компания в совокупности с хорошим энергибератором, насколько реально получить ангибот, в котором будет стоять, допустим, дом стоит, ну, к примеру, там 520 тысяч на строительные мероприятия, потому что дом не такой старый, да, но люди хотят сразу, как ты говоришь, иметь никаких батарей, хотят иметь, ну, хоть это и не новый дом, чтобы он выглядел прям как новопостроенный. Насколько это реально получить для такого дома реальный ангибот с сопровождением энергибератора, чтобы он соответствовал в конце реальности, и человек мог планировать все свои затраты заранее, ну, скажем так, с точностью до 1 евро. С точностью до 1 Ну, это евро вы шутка, не это получите имеется в виду никогда хотя и бы, ни да. от кого. То есть это, скажем так, не машины, которые работают в 100% формате по одной простой причине. Заявление и технические подтверждения после того, как эти все вещи прошли, работают плюс-минус 3-10%. И Это это окей. нормальное явление, потому что здесь всегда есть некоторые вариационки или вариабли, эффекты, где ты не можешь предусмотреть. Особенно здесь хочу обратить внимание, потому что ну, тут работать надо на скорость. Вы нашли объект, окей, сейчас рынок у нас немножко охолодел, постабилизировался. Просто так энергибератор к вам приезжать не будет, да, и вы его не сможете мобилизировать в течение там часовых каких-то моментов. То есть вам надо с ним созвониться, если он незнакомый вам человек, вы можете его 2 недели ждать.
Поэтому, так как мы с вами Мы уже говорим за работаем, наших клиентов. за Клиент наших говорит, клиентов мы делаем очень Оксана, просто. надо разработать Вот, концепцию. Да. Оксана звонит нам, обращается к нам, присылает данные клиента или же просто-напросто ID номер Мгм. это Mobile Scout. Мы делаем преселективную оценку, то есть мы говорим клиенту в зависимости от состояния нашей оценки профессиональной, какую сторону будут идти уже затратные части, что Супер. лучше сделать, потому что это мы можем с помощью Идеально. наших программ профессиональных, на которые мы ссылаемся в течение часу-двух, сделать вам индикативно. Но это час-два, это работа, это не значит, что вы за час-два это получите. И сказать, как бы я бы поступил в работе с маклером в этом случае, что когда, ну, если мы уходим за Гамбург, там, где спрос уже падает и повышается предложение, то всегда надо пытаться и цену, конечно, коррегировать в свою пользу. И наша практика показывает мне, что мы от 30 до 150 тысяч вот в этих размерах можно торговаться с клиентами. То есть у меня на практике, моих личной практике были случаи, где мы 150 тысяч выторговывали у продавца по состоянию объекта. Потому что он потому что вы просто-напросто не делаете мог его оценку, продолжать. Мы вы это делаем делаете все оценку. равно для того, чтобы разработать программу, и Конечно, это конечно. является тоже как бы основой для людей, для того, чтобы, по-русски говорим, торговаться. Конечно. Окей, могу я задать, у нас осталось 2 минутки, самый главный миф, связанный с модернизацией, утеплением и так далее. Ходит в интернете миф, что это дотации можно получить только если объект покупается как вид инвестиции. Как ты ответишь на этот вопрос? Насколько влияет, покупает этот объект для себя, вот все, что мы проговорили, да? Или покупаю я этот объект как вид инвестиции? Имеет ли это значение во всех процессах, которые мы только что обсудили, и дотационных программах? Все, что мы с тобой сегодня обсудили, если мы не затрагиваем программу 124 от КФБанка, Да. или же Selbstnutzung в этом случае, оно все основополагается на энергетическое состояние объекта. И ни БАФа, ни, скажем, ни КФВ-банк в этом случае не приоризируют собственное пользование. Да, то есть поэтому вы можете и как инвестор выступать в этом случае, который модернизирует, и как Eigennutzer, то есть пользователь собственный. По одной простой причине, потому что ГЕГ, да, вот Gebäudeenergiegesetz, он же сейчас не подразделяет нас как касту, каста капиталистов или каста те, которые просто могли себе что-то позволить. Они говорят, в Германии существует глобальная проблема модернизации или же большой иммобилен фонд, который требует модернизации, энергетической модернизации. И это сводит к тому, что разрабатываются программы, которые дают людям возможность более-менее дешевле это сделать, правильнее это сделать. Но для того, чтобы каждый для себя колесо не изобретал, они это урегулировали функцией энергибераторов, поэтому это так много. Но есть еще, честно говорю, моменты, которые не совсем идеально работают. Не со стороны клиентов, как заказчиков этих продуктов, также и со стороны государства, со стороны КФВ-банка, со стороны БАФы, может быть, какие-то даже шнитштели не совсем функционируют, подача документов, анализ, коммуникация с клиентами. Но вот последнее время, последние вот 1,5 года или год, сказать грубо, это уже настраивается на массовую обработку антрагов и на массовую обработку денежных вот этих операций. То есть люди действительно это получают. То есть у нас большая практика с такими объектами, мы этим занимаемся уже больше 10 лет и видим прекрасно, как это важно для людей и как важно это делать правильно. И как правильно это делать, это еще важнее того, чтобы это еще и работало. Да. Заверяю, что это работает. Да. Внизу под этим видео будет также линк на запись на консультацию. Те люди, которые уже присмотрели объект, вне зависимости от того, будет это для собственного пользы, либо для капитального анлага. И мой коварный вопрос, насколько можно до 1 евро просчитать концепцию? Естественно, если объект покупается на свободном рынке без разницы для себя или как вид инвестиции, до 1 евро нельзя просчитать. Но также у нас есть концепции, о которых я рассказывала в предыдущих видео, где действительно мы просчитываем действительно до 1 евро, без разницы, задержался объект, не задержался, что-то пошло не так, лифер он был неправильный, поэтому наши клиенты
И наши подписчики с нашей помощью всегда найдут правильных партнеров, которые помогут им реализовать именно их запросы. Да? И сегодня мы очень-очень много выучили, мы распределили все-таки, если мы хотим купить дом для себя, либо как вид инвестиций на свободном рынке, мы хотим этот дом модернизировать, чтобы он был у нас как новенький, скажем, что есть такие компании и есть такие консультанты, которые могут организовать и хорошего энергибаратора, и хорошего финансиста, грубо говоря, хорошую команду, которая сделает работу, можно сказать, под ключ. Окей, мы выучили, это не концепция, как, допустим, DFK Group, который еще из ГНАУ до 1 евро может просчитать. Ну, на свободном рынке это может колебаться тоже плюс-минус 5-10%, да, так как материалы не всегда можно четко просчитать, но, тем не менее, скажем так, более-менее грамотно просчитать все мероприятия, чтобы клиенту было комфортно и чтобы эти мероприятия были сделаны правильно, с правильной подачей будет это БАФа или будет это КФЕ банки, в зависимости от регионального расположения, они тоже разные, для того, чтобы клиент либо получил тильгунцушус, то есть после того, как будут проведены мероприятия, получил по возможности побольше со своего кредита погашенную часть, либо получил выплаченный на его счет возврат, Возмещение. возмещение. И это работает, исходя из нашей практики больше 25 лет на немецком рынке недвижимости. Заверяю вас, что это работает, обращайтесь, будем С удовольствием. помогать. Возможно, к следующему видео, потому что мы не успели разобрать такую важную тему, если я хочу инвестировать в небольшой Mehrfamilienhaus, то есть небольшой многоквартирный дом в пригороде, допустим, Гамбурга, да? Насколько это реально, какие сейчас объекты можно приобрести приблизительно в каких суммах, и как работает в этих объектах модернизация либо льготные программы, так как там мы получаем еще на каждую квартиру в объекте. Эти вопросы мы обсудим в следующий раз. И я буду вам очень благодарна, если вы будете писать вопросы заранее для того, чтобы мы и шли в каком-то конкретном, тематизировали в каком-то конкретном направлении, чтобы это было более подробно. И, естественно, линк под видео, где вы можете записаться на профессиональный приватный термин консультации. Спасибо большое.